Привет, дорогие друзья, вы на канале Лера Конфетка. И сегодня я снимаю видео то, что я привезла из Алтая. Мы сегодня приехали в 5:30 утра с Алтая, 5:30. Вот, сейчас уже 4 часа дня, а у меня до сих пор включен свет, потому что погода сегодня очень пасмурная. Ну, и ехали туда и обратно мы 8 часов. Я выложу видео там, как мы были на море и как по какому-то мосту шли. Кстати, там лохматые. Короче, давайте перейдем к теме. Первое, что купили, мы купили крема. Такие 3 крема настоящие, то что из разных трав. Первый крем живица кедровая. На травах горного Алтая для ухода за кожей, лица и тела. Какой-то крем. Они вправду из натурального, я им сейчас всем намазана. Кстати, пахнет очень вкусно, прям. Вот чувствуется прям ель, кедр, вот это вот, вот все. Следующий крем черемуха, тоже из трав горного Алтая для ухода за кожей и лица, только уже не тело. Тоже натуральная, я всеми этими кремами уже намазалась. Крем календула. Календула мне больше всех нравится, потому что она более эффективна и, в принципе, удаляет прыщи. На траву горного Алтая тоже для ухода кожи, лица и тела. Пахнет тоже очень вкусно. Такой пластмассовые коробки они все. Вот это вообще. Вот. И крема, которые мы купили вторыми. Следующие мы купили вот такую травку для чая. Сейчас я ее открою. Тут у нас в траве. Она тоже прям запашистая, очень вкусно пахнет. Вкусно. В этом пакетике еще лежала вот такая вот трава санга дайля. Уникальное растение, производственное на высоких горных, на каменных скалах Сибири, древних сан. Тут способ применения есть санга дайля. Странное, конечно, название травы, но все-таки. Тоже очень запашистая, ее надо заваривать с какой-нибудь заваркой, чтобы она заварилась. В принципе, это как добавка в сам чай, чтобы он был как более чем полезнее. Следующее мы купили мед. Я его почти весь съела. Я не понимаю, почему мне подцепилось на мед. Раньше я его просто ненавидела, я не могла даже его в руках держать. Когда мы побывали на Алтае, я увидела эти разноцветные меды, но знаю то, что разноцветный мед лучше не покупать. Розовый, там сиреневый, зеленый. Я купила просто белый. Белый и желтый, вот такие меды лучше покупать, потому что в них вот такого ничего, можно сказать, не добавляется. Но белый мед они забивают, все такое. Он натуральный, очень вкусный. В футболке. Вот в такой упаковке с мишкой, желтая крышечка. Я уже половину съела за сутки. Не знаю, конечно, много нельзя, но он очень вкусный. Держаться невозможно. Мед. Следующее. Так. Вот такая вот цепочка на вот такой черной веревке. Вот. Если я вам приближу, вы увидите знак зодиака рыба. У меня уже второй такой колончик знак зодиаки рыбы. Один из серебра полностью, а другой вот такой вот. Я его тоже производила. Он пахнет каким-то деревом, что ли. Алтаем, короче, пахнет прям. Так. Вот. Он такой сделан. Он типа пластиковый, что такое. Такая длинная веревочка.
Следующее у нас идет вот такая вот шкатулочка. Мне она очень понравилась, в принципе. Дерево, как пахнет. Обожаю этот запах. Банька пахнет. Тут у нас что написано? Горный Алтай у нас вот тут написано. Она такая расписная, узорчатая. Вот. Прям очень вкусно пахнет. Я с ума схожу по запаху. Кстати, когда открываешь, что-то вот так. Коробочки, я не знаю точно, что еще будет храниться. Следующее у нас мне вообще так нравится. Ох, смотрите, какой домовенок чудо. Это последнее, что мы там купили. В принципе, мы только ходили по морям, разным аттракционам. Все такое, по озерам. Мы на Катунь мы ходили, но она очень ледяная вода. Вот такой вот домовенок с подсолнухом. Он вот такую вот штучку держит, типа. Васик. Домовенок Васик. Васек. Васек. Его зовут Васек. Он типа из сена такого. Внутри у него настоящее сено. Он тоже очень вкусно пахнет. Не знаю, у меня все вкусно пахнет. Но вот. Ладно. К нам сегодня никто не должен приходить. Сейчас посмотрю, и я приду. Блин, что это может быть? Не могли позвонить в звонок? Если выключу свет, будет очень темно. Так, сейчас посмотрю. Кто? Никого нету. Кто? Странно. Никого нету. Совершенно никого нету. В принципе. Что это? Какая-то записка, я вообще ничего не понимаю. За бред. Прочитаю, какая сейчас я. Блин, мне страшно ее брать руками. Пойду принесу перчатки. Кстати, для конца я хотела показать камушки, которые я привезла с Катуни. Тут вот такой вот, он голубой камень, вот такие пятнистые и розовый. И вот камни. Ну все, уже давайте начнем. Прочитаем, что в этой записке. Просто вдруг это что-то преступное, вдруг это не кто-то меня разыграл, а ведь правда что-то такое. Вон, что говно написано. Вы вообще что-нибудь понимаете? Лично я ничего не понимаю. Какой-то склон, какой-то человечек спуститься под гору. Под гору какой-то крест. И какая-то заброшка. Что? В каком смысле? Что это значит? Фу. Пахнет оно какой-то помадой.
Хорошо, я делаю перчатки. Но мне и правда кажется, это какое-то место встречи или что. Какой бред. Вообще. Блин, упала. Я сейчас приду. Просто я сейчас ходила и пришла и разглядела то, что тут как-то написано 13:00. Вот смотрите. Блин, по мне не видно. Тут у меня очень написано 13, вот 13:00. Я ничего не понимаю. Неужели мое видео закончится как-то плохо? Вдруг меня убьют. Мне страшно. Что она может значить? Скажите мне. Что? Стоп. Об этой бумажке будет следующее видео. Как я ее буду разгадывать, либо как я ее разгадаю. Пожалуйста, помогите мне. Скажите, что она значит, потому что мне правда страшно. Сегодня как раз такая погода, и мне реально страшно. Я даже не знаю, что мне делать. Капец, ладно, не прослезиться. Потому что я не понимаю, кто мог такое написать, типа заброшка, все такое. Вдруг это под горой какая-то заброшка, типа там умрет. Что за бред? Типа ты должен спуститься по гору, либо пройти. Кажется, я поняла немножко. Но об этом я расскажу в следующем видео. Поставьте пальчики вверх. И всем пока.